Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня хотелось бы поговорить о секаторах. Я тут подготовился, секаторы подготовил, старенькие, некоторые поломанные уже. Вот. Ну, это видео не о том, какой лучший секатор, то есть я вам не буду предлагать какую-то конкретную марку, и мы поговорим именно о том, как выбирать секатор и на что стоит обращать внимание. Почему это важно? Так как секаторы сейчас достаточно дорого стоят, вот, лучше выбирать секатор, который вот универсальный, подходит более-менее для разных целей. Дома мы, как правило, делаем обрезку сада, обрезаем какие-то многолетние кусты, либо же цветочные какие-то культуры, которые там цветочки отцвевшие и так далее, розы, может быть. Вот. И на рынке у нас огромное количество секаторов, и потеряться в их выборе, в принципе, несложно любому человеку. Вот. Я, как вы знаете, уже 13 лет занимаюсь ландшафтным дизайном, и все свое время я сталкиваюсь с оборудованием для ухода за садом. С чего начать вообще выбор секатора? То есть, когда вы приходите в магазин и смотрите на это огромное количество секаторов, которое там представлено, надо взять в руку секатор, вот, попробовать, как он лежит в руке. Это самое первое и самое главное, чтобы вам было удобно им работать. Главной частью является лезвие секатора. Как правило, более дорогие секаторы, они оборудованы хорошим лезвием из хорошего металла, вот, которое держит хорошо заточку и, само собой, очень хорошо срезает ветки. На что стоит обращать внимание именно в лезвие? Оно должно быть не слишком толстым, так как были за мою практику лезвия, секаторы с лезвиями с толстыми, им не очень удобно срезать ветки, надо прилагать большие усилия. Но при этом надо обращать внимание на то, чтобы оно было и не слишком тонким, так как оно может поломаться в процессе резки. Как правило, лезвия секатора, они каленые. Также очень немаловажный момент – это сменное лезвие. Вот, так как бывает так, что на деревьях иногда люди привязывают проволоку, там бельевые или еще какие-то вещи, и можно случайно по неосторожности срезать проволоку и поломать лезвие. Либо поломать, либо выщербить саму режущую часть. Поэтому сменное лезвие – это как бы немаловажный аспект. Чтобы не менять весь секатор, вы просто меняете лезвие, и это очень удобно. И не тратите лишних денег. На что еще очень важно обращать внимание, так это на ручки. Ихний материал. Вот. Ручки бывают пластиковые, бывают из металла, то есть дюралей, алюминий, как вот здесь вот на этом секаторе представлено, вот, либо ручки металлические. Часто их металлические ручки прячут в пластиковую оправу, вот, отчасти для, может быть, экономии, экономят на металле на ручек, и она доходит не до края секатора, а именно вот только заходит в пластик и там заканчивается. Вот такие ручки, естественно, они со временем сломаются. И несмотря на то, что вы берете секатор, он, как правило, с такими ручками более дешевый, но он вам не послужит долго, и вам придется покупать второй. Вот, поэтому на ручки стоит обращать внимание. Ручки могут быть, вот как здесь, из пластика, из достаточно прочного пластика, прорезиненного. Вот, они достаточно долго служат. Хотя в таких секаторах, я знаю, тоже и ручки ломаются иногда. Вот, поэтому вот в данном секаторе у нас ручки проходят до конца, металл. Вот, и он из стали, то есть эти ручки практически вы никогда не сломаете. Вот. Также стоит обращать внимание и на цвет ручек, и на материал ручек, вот, именно покрытие ручек. Почему на цвет? В саду, как правило, иногда бывает так, что вы срезаете какие-то ветки, потом берете пилку, пилите ветвь, вот, а секатор положили где-то. Вот, если вы в этот момент отвлечетесь, вы можете просто его не найти. Но если цвет секатора красный, либо ярко-желтый, либо еще какого-либо цвета заметного, вот, его очень легко найти. Даже если вы где-то на ветку положили, вот, вы сможете его легко найти. Что касается еще материала, материал должен быть приятным для рук, так как обрезка происходит, как правило, в холодное время года.
Вот, поэтому, если ручки металлические, то вам достаточно неприятно с ними работать. Но если вы не работаете, конечно, в перчатках. Также это покрытие, оно должно быть достаточно прочным, потому что секатор покупается на многие годы. И если это просто резиночка, надетая на ручку, то, как правило, она долго не отслуживает, и вам приходится потом работать с секатором с облезшими ручками, с металлическими. Вот, неудобно, и можно натереть даже мозоли. Вот, покрытие ручек тоже очень важно. Следующая часть это соединение секатора. Это тоже очень важная часть именно в секаторе. Соединение вот в этом секаторе, допустим, это вот как бы идеальный вариант. Почему? Объясню. Вот эта главная ось, которая соединяет режущую часть и противорежущую, упорную часть. Вот здесь у нас стоит гайка с такой нарезочкой, звездочкой. Вот, и фиксатор для этой гайки, который вы можете подкрутить и зафиксировать. Соответственно, секатор у вас не будет раскручиваться. Есть несколько вариантов такого соединения. Есть просто вот с таким фиксатором. Есть просто накрученная гайка, вот меленькая, небольшая. Вот. Также гайки могут быть разными. Вот на этом секаторе у нас тоже чуть-чуть другая. Но на что стоит обращать внимание? Даже если у вас прикручена гайкой, вот как здесь, например, то эта гайка, она широкая. Соответственно, лезвие у вас не гуляет. Вот. Также на гайке присутствует пластиковая втулка, которая не дает ей раскручиваться. Но это временное решение. Как правило, такие гайки некоторое время служат, потом их надо менять. Вот, так как они начинают раскручиваться, пластиковая втулка принимает форму резьбы, и они достаточно легко начинают раскручиваться. Поэтому это очень важный момент. Когда вам приходится постоянно при работе подкручивать секатор для того, чтобы не расходилось лезвие с упорной частью, то это очень неудобно, и это забирает ваше время и, соответственно, удлиняет время обрезки. Вот. Еще одна немаловажная часть в секаторе – это пружина. Пружины могут быть различных вариаций. Это могут быть витые пружины, обычные, совершенно как вот здесь. Пружины сложной формы, каленые пружины, как вот в этом секаторе, которая поломалась. Вот здесь вот пружина эта поломалась, и получается пружина не выполняет свою функцию. Еще один важный момент в пружине – это ее заменяемость. Соответственно, если пружина вот здесь лопнула на этом секаторе, и производитель не продает запасных частей, то есть из-за пружины мы прощаемся с этим секатором, так как он уже в работе. Ну, мы можем, конечно, его пальцами раскрывать, вот, но это очень неудобно, это забирает время, ну и нервы, соответственно. Вот, например, в этом секаторе вот такой вид пружины. Тут пружина сменная. Если даже она у вас вылетит где-то, либо поломается, то ее можно будет с легкостью купить, опять же, не выкидывая секатор. Вот это очень такой важный момент. Также у некоторых секаторов, хочу обратить ваше внимание, бывает такое вот отверстие для того, чтобы сюда подцепить ремешок. Ремешок – это удобная часть в секаторе, на которую нужно обращать внимание. Ну, это, конечно, не первостепенной важности вещь, без нее можно обойтись. Еще в секаторе очень важным моментом является фиксатор лезвий. То есть вот так секатор раскрыт. Вот. Когда я его закрываю, есть здесь специальный фиксатор, который можно зафиксировать, и секатор у нас не раскрывается. Соответственно, вы можете положить его в карман, либо в специальный пояс, либо же просто даже на ветку, он уже у вас достаточно безопасен. Вы не порежетесь об лезвие и так далее. Фиксатор этот, в нем на что нужно обращать внимание? На то, чтобы он достаточно прочно фиксировался, то есть в открытом положении и в закрытом положении. Почему? Потому что когда вы режете и он у вас болтается, он может заскочить и закрыть секатор. Это тоже тратит ваше время и, соответственно, нервы. Ценовой диапазон секаторов. Как правило, хороший секатор стоит дорого. Вот. У меня на столе тут расположены несколько секаторов
Вот. Есть более-менее в среднем диапазоне секаторы, есть ниже среднего и есть совсем дешевые. Вот. Этот секатор у нас проработал 2 недели. Он стоит приблизительно где-то меньше $10. Вот этот секатор у нас не работал еще, но он и работать не будет. Я его купил, в принципе, для примера, чтобы показать вам видео. Это китайская подделка советского секатора, очень неудачная, по моему мнению. И почему она неудачная? В ней, здесь, если снять вот эту ручку, в ней металл заходит в ручку вот так. То есть совсем чуть-чуть, где-то примерно на 1,5-2 сантиметра. Вот, это раз. То есть ручки поломаются. Второй немаловажный момент. Вот в этом секаторе нет зазора между ручками. Это очень немаловажный момент, так как пальцы у меня достаточно длинные, и я при обрезке могу просто их придавить. Вот. Это тоже немаловажный момент. Третье, нет фиксации пружины, она очень часто будет вылетать. Четвертое, в этом дешевом секаторе используется очень мягкий металл. Я могу его погнуть руками, в принципе, но не буду этого делать. Вот, но поверьте мне на слово, что даже лезвие я могу согнуть здесь руками. У него зазор уже даже на старте, то есть видно, гуляет очень сильно. Ну и вообще весь он сделан очень дешево, вот, и некачественно. Его это просто купили именно для видео. По стоимости этот секатор где-то около $5, даже, наверное, меньше. Вот самая дешевая подделка китайская. Вот этот секатор, он стоит чуть-чуть дороже, где-то около $7. Вот. Он проработал 2 недели. Что в нем плохого? Ну, он как кажется целым, то есть еще в рабочем состоянии. Но первое. Вот здесь очень много пластиковых запчастей, в которые попадает мусор, и пружины не хватает, чтобы его раскрыть. То есть сейчас он сухой, он раскрывается хорошо. Во-вторых, вот этот фиксатор, который сделан в центре, он постоянно заскакивает при работе и мешает, то есть его приходится раскрывать. Вот. Это тоже было временное решение. Купили его так проездом, чтобы не заезжать на склад. Вот этот секатор более дорогой, этот секатор в районе где-то $10 стоит. В принципе, неплохое решение из недорогих секаторов. Вот. Но, как видите, пружины уже нет. Видите, он практически новый. Ну, хотя такие секаторы у нас работают достаточно долго. Но пружины уже у него нет. То есть пружина здесь не фиксируется. Кстати, небольшой лайфхак. Можно сделать так, чтобы не терять пружину. Вы берете, когда купили секатор, если покупаете дешевый, вы цепляете здесь проволоку так, чтобы через витки пружины она проходила. Вот, завязываете ее, и уже пружина у вас далеко не улетит, то есть она останется на секаторе. Для примера я взял этот секатор, так как у него есть очень классный механизм фиксации гайки, и, соответственно, он не раскручивается. Но при этом он имеет дюралевые ручки, которые имеют свойство лопаться в продолжительной работе. Вот, поэтому, с одной стороны, неплохой вариант, если можно сэкономить, но с другой стороны, это не самый лучший секатор, далеко не самый лучший. Вот этот секатор у нас стоит где-то приблизительно $30. Это тоже секатор среднего ценового диапазона, но чем мне он нравится? Этот секатор стоит недорого, но при этом он обладает хорошими качествами более дорогих моделей. Ну, отсутствует только у него вот эта фиксация вот, основной гайки, но при этом гайка очень массивная, то есть для того, чтобы она раскрутилась, им надо прилично поработать. При этом он имеет металлические ручки, вот, достаточно удобное и лезвие, то есть вот если его раскрыть, сюда могут поместиться даже 1,5 сантиметровые ветки, хотя для таких уже есть другие вещи, которыми резать, это сучкорезы. Вот, то есть этот секатор при своей средней цене вот, очень качественный и обладает большинством хороших качеств, которые я описал выше. Ну и на этом, я думаю, что можно заканчивать. Вот, надеюсь, вам пригодится мой опыт в выборе секаторов. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч!